Здравствуйте, друзья! Гаджетами компании Huami, производителем линейки носимых устройств для Xiaomi, известными как Mi Band, и собственной линейки Amazfit, я пользуюсь с начала 2016 года. Тогда это был первый браслет Mi Band 1. С 2018 года я использую часы Amazfit Bip, которые, кстати, абсолютно живы и по сей час. И долго не мог найти им достойную замену, все-таки уже времени прошло много, немножко поднадоело. Замены я не мог найти в основном из-за автономности. Ну вот, мне попались очень достойные часы от того же производителя Amazfit GTR Lite. Что это за часы и чем они отличаются от стандартной модели, я и расскажу в этом обзоре. Для наглядности я сравню параметры стандартной версии с лайтовой, которую буду обозревать. Оба устройства имеют одинаковый размер, диагональ 47,2 мм и толщина в 10,7 мм. Материал корпуса может быть алюминий, для полной версии стальной. Ширина ремешка 22 мм. Стандартный материал ремешка силикон, либо для полной версии эко-кожа. Вес лайтовой версии 54 грамма, полной 62 грамма. Диагональ экрана одинакова 1,39 дюйма, выполнен по технологии AMOLED. Разрешение также одинаковое 454 на 454 пикселя. Аккумулятор имеет емкость 410 мАч. Максимальная автономная работа 24 дня. Объем памяти для лайтовой версии 16 МБ оперативной, 40 МБ внутренней памяти. Для полной версии 512 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Версия Bluetooth 5.0. Датчики. Полная версия имеет на 2 датчика больше, диамагнитный и сенсор давления. NFC и GPS в лайтовой версии нет. В полной версии есть NFC для китайского рынка и есть для всех версий GPS и GLONASS. Водонепроницаемость 5 атмосфер. Количество спортивных режимов 8 для лайта и 12 для полной версии. Совместимость на платформах Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше. Основные функции у обоих версий одинаковые. Характеристики очень скудно указаны на задней стороне коробки часов. Тут еще есть номер модели A1922. Чуть больше указано на фронтальной стороне черной упаковки, которая, кстати, смотрится очень стильно и дорого. Внутри находится белая коробка из твердого картона, на которой серебряной краской написано название и напечатан логотип серии Amazfit. Толщину стенок коробки можно оценить на этом слайде. Кроме этого, часы жестко закреплены на специальной подставке, так что о сохранности при пересылке можно не беспокоиться. В комплекте имеются часы, кабель с платформой для их зарядки от USB порта и инструкция. Причем инструкция многоязычная, в том числе и на русском языке. Данная модель имеет классический вид часов с круглым экраном диаметром 47 мм. С правой стороны имеются две кнопки, верхняя навигационная и нижняя назначаемая. Верхний обод и боковая часть часов металлические, сделаны из алюминия согласно заявленным спецификациям. Верхняя навигационная кнопка отличается от нижней тем, что имеет красную окраску на внутренней части. Нижняя часть пластиковая, тут находятся контакты для зарядной станции и оптический датчик для измерения пульса. Датчик использует метод фотоплетизмограммы, регистрируя кровяной поток при помощи источника света и светочувствительного элемента. А вот так выглядит работа датчика пульса. Ремешок имеет быстросъемные защелки. Ее достаточно сдвинуть в бок, и ремешок снимется. Это позволит быстро их менять при желании. Ремешки одинаковые от младшей и старшей модели. Лично мне штатный ремешок нравится, он мягкий, удобный и держится хорошо. Но практика показывает, что со временем его придется заменить. Обычно рвется силиконовый фиксатор, колечко, который удерживает кончик ремешка. Сравнительно с моими прошлыми часами Amazfit Bip, у героя обзора намного больше, ярче и качественнее экран. И если Amazfit Bip одинаково хорошо подходит и для мужской, и для женской руки, то GTR 47 мм это явно мужская модель. Для женщин стоит обратить внимание на 42 мм вариант. Хотя я 4 года использовал приложение MyFit, пришлось заменить его на родной Amazfit. И знаете, нужно было это сделать гораздо раньше. Подключаться нужно на свой Mi аккаунт, либо создать его, если у вас его нет. Данные истории перенесутся. Для корректной работы уведомлений и приложения нужно дать запрашиваемый доступ, и их будет довольно много, в том числе к звонкам, сообщениям и мультимедиа. После запуска Amazfit все настройки, истории и устройства из приложения MyFit, включая даже умные весы, теперь в полном объеме находятся тут. MyFit теперь можно удалять. Сразу после установки приложения данные полностью синхронизированы с Amazfit Bip.
Теперь включаем часы, на них отобразится QR-код для сопряжения с приложением. Переходим в раздел добавления устройств, выбираем часы и в этом списке модели Amazfit GTR разрешаем доступ к геолокации. Ранее подключенные часы Amazfit Bip деактивируются, при этом они остаются привязанными к аккаунту, но обмен данными с ними более не ведутся. При желании его можно потом удалить из аккаунта. После этого приложение подготавливает данные для подключения. Далее необходимо камерой смартфона отсканировать код с экрана часов. Это запустит процесс подключения и синхронизации данных. Этап сопряжения включает в себя и обновление программного обеспечения, поэтому надо проследить, чтобы часы были заряжены не менее чем на 50%. Обновление может занять некоторое время. По своей структуре приложение Amazfit сильно напоминает MyFit, только имеет возможность сохранения большего количества данных. Кроме шагов, это и вес, который на основе введенного роста показывает индекс массы тела. Есть оценка сна, для этого часы нужно не снимать на ночь, баллы за активность PAI. Часть данных собирается автоматически, например, с часов или весов. Часть можно вводить вручную, например, глюкозу крови, кровяное давление, температуру тела и так далее. Параметров для мониторинга очень и очень много. Если их вводить регулярно, то приложение будет показывать исторический график, так что можно будет всегда под рукой иметь статистические данные. Создатели приложения придумали персональный индекс активности PAI. Баллы можно заработать любой физической деятельностью. Но баллы сгорают раз в неделю, их нужно снова заработать. Тем самым приложение мотивирует заниматься спортом. В Lite-версии нет своего GPS, он использует приемник смартфона. В полной версии смартфон можно с собой не брать. В ходе тренировки считается скорость, пульс, расстояние и время тренировки. Также рассчитывается карта маршрута при наличии подключения к GPS. Все исторические данные будут сохраняться в приложении. Причем в приложении подтянулись данные за несколько лет назад, еще со времен MyFit. Можно просмотреть подробные данные по каждой из тренировок. Аналогично MyFit в приложении Amazfit во вкладке профиля находится список подключенных устройств. У меня это две модели часов и весы. Тут же находятся настройки целей, сколько шагов нужно проходить ежедневно, какой желаемый вес, перечень друзей, метки поведения и среди прочего синхронизация со сторонними фитнес-аккаунтами Google Fit и Strava, а также китайским мессенджером WeChat. Кликнув на устройство в списке, проваливаемся в его настройки. Тут вообще не отличить от MyFit. Уровень заряда, настройки экрана, уведомления о вызове, сообщения, уведомления из приложений, будильники, разминка. Тут есть опция поиска часов, режим обнаружения, измерения пульса, настройки погоды и другое. Тут же находится и MAC-адрес устройства, который можно использовать для Bluetooth-сканеров и применять их в автоматизациях умного дома. В меню настройки тем под экран часов имеется огромное количество различных вариантов изображений. Причем не обязательно ставить какие-то дополнительные приложения. Все доступно в штатном Amazfit. Обязательно найдется что-то на ваш вкус. Можно включить функцию разблокировки экрана смартфона при помощи часов, это довольно удобно. Для входящих звонков, кроме вибрации, можно включить отображение контакта и задержку срабатывания. Вручную указываются приложения, на уведомления из которых будет реагировать гаджет. Очень удобным для меня является будильник. Меня он будет гарантированно, но при этом никто, кроме меня, его не слышит. Напоминания позволят не забыть о важных событиях, настраиваются из приложения. Также есть меню настройки отображения всех этих событий на экране часов. Варианты внешнего вида дисплея. Конечно, их намного больше, все их показывать не буду. Мне больше всего нравится вариант с цифровым отображением времени. Его можно увидеть на обложке обзора. Экран яркий, контрастный, отлично читается. Правда, на солнце он, конечно, хуже, чем транслективный экран Amazfit Bip, но тоже весьма неплох. Установленный экран загружается в память часов, что может занять некоторое время, иногда около минуты. В часах есть режим «Всегда включено». При его активации на экране всегда, как на том же Amazfit Bip, будет отображаться время. Тут есть всего два варианта циферблатов, цифровой и аналоговый. Свои ставить нельзя. Эти циферблаты спроектированы так, чтобы по минимуму задействовать экран, так как это негативно сказывается на автономности работы. Я не использую этот режим, не вижу необходимости. Часы отлично реагируют на жест рукой, когда вы хотите посмотреть время, и автоматически активируют экран. Пройдемся по меню часов. Заглавный экран – это тот циферблат, который я использую сейчас. Свайп сверху вниз открывает меню быстрых установок. В верхней части уровень заряда, дата и день недели. Нижняя половина экрана – кнопки настроек.
Слева направо опция «Фонарик», которая включает экран на максимальную яркость в режиме белого цвета. Режим энергосбережения, в котором остаются только функции часов, шагомера и монитора сна. В нем достигается максимальная автономность работы. Яркость. Ее можно настроить вручную, либо оставить решение с датчиком освещенности в часах. Хочу сказать, что автоматический режим работает отлично. Блокировка экрана. Он не будет реагировать ни на что до тех пор, пока не будет нажата кнопка часов. Режим «Не беспокоить», когда часы не вибрируют на звонки и уведомления. Есть 4 варианта. Кроме «включено» и «отключено», еще интеллектуальный, когда устройство по пульсу определит, когда вы заснули, либо установленный на определенное время с «по». Свайпы влево-вправо переключают 3 экрана. Основной – текущее показание пульса и количество пройденных шагов. Свайп снизу вверх открывает основное меню часов. Оно проматывается по вертикали. Верхняя боковая кнопка выполняет роль возврата на предыдущий экран. Меню состояния отображает данные физической активности текущего дня, количество пройденных шагов, расстояние, количество сожженных калорий и состояние рассидеться, так оно называется в меню. Это когда пользователь слишком долго сидит на одном месте. Далее идет меню с баллами активности, общим накопленным за неделю и заработанным за текущий день. Далее идет меню ЧСС, частоты сердечных сокращений, с текущими показаниями и графиком за текущий день. Ниже в процентных соотношениях показаны зоны пульса – расслабленный, разминочный и интенсивный. Следующие 3 пункта – спортивные режимы, данные физической деятельности, чуть раньше я о них рассказывал, и прогноз погоды. Спорт режимов тут 8, сверху указан процент заряда и расчетное время работы аккумулятора в спорт режиме. Стандартная версия Amazfit GTR спорт режимов насчитывается 12, хотя лично мне вполне хватает и 8. Выбрав режим, нужно нажать кнопку Go, запустится обратный отсчет от 3 и выбранный режим. При тренировке на открытом воздухе часы попытаются подключиться к GPS-приемнику телефона. Меню погоды показывает текущую обстановку и прогноз на неделю вперед. Координаты и данные берутся из телефона. Тут же есть текущее положение солнца и время рассвета и заката. Дальше идут пункты управления музыкой, меню уведомлений и будильник. Музыка. Если на телефоне запущен музыкальный плеер, любой, на часы транслируется название трека и исполнитель, причем проблем с отображением символов нет. Можно переключать треки, ставить на паузу и регулировать громкость. В меню уведомлений можно посмотреть последние полученные на часы сообщения. Текста помещается довольно много. При получении уведомления от приложения на экране отображается его значок. В отличие от Amazfit Bip, где управление будильниками заключалось только в включении и выключении, на GTR Lite можно устанавливать и время, то есть обойтись полностью без смартфона. И последние 3 пункта. Напоминания, про них мы уже говорили. Пункт «Еще», все, что не попало в предыдущее, и настройки. В меню еще 3 опции: секундомер, обратный отсчет и поиск телефона. Кстати, очень полезная фишка. При ее запуске телефон начинает противно и громко пищать, выручало не раз. Меню настроек предназначено, как можно было догадаться, для того, чтобы подстроить гаджет под свои предпочтения. Тут есть быстрая смена циферблатов из тех, что уже загружены в память часов. Период яркости экрана – это время, через которое экран часов потухнет. Можно регулировать от 5 до 15 секунд. Чем больше время активности, тем быстрее будет разряжаться аккумулятор. Быстрый старт – это назначение действия на нижнюю боковую кнопку. Та функция, которой вы пользуетесь чаще всего. Состояние, сердечный ритм, выбор спорт-режима, погода, уведомления, напоминания, будильник, обратный отсчет, секундомер, музыка и поиск телефона. На этом видео можно посмотреть скорость работы интерфейса. Процесс измерения пульса долгий только первый раз. Далее измерения проходят в фоновом режиме и показатель доступен постоянно. Как вы видите, работает все очень шустро. Экран хорошо реагирует на нажатие. Лично у меня никаких нареканий по поводу работы за почти месяц тестирования нет.
Одним из ключевых вопросов при выборе носимого гаджета для меня является автономность. Устройство менее чем с недельным циклом зарядки я вообще не рассматривал к покупке. Производитель заявляет 24 дня автономной работы, но это в минимальном режиме. Я использую часы довольно активно. Включен мониторинг сна с замером пульса, режим обнаружения для работы автоматизации умного дома по обнаружению часов, много уведомлений. Первый цикл зарядки, в котором было много тестов, съемки экрана и прочего, продержался 14 дней. На момент публикации этого обзора на втором цикле зарядки, уже с нормальным для меня характером использования, на 13-й день после заряда уровень показывает 30%. Так что думаю, в среднем должно хватать на 2,5 недели при довольно интенсивном использовании. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Все свежие новости, а также интересные распродажи, купоны и предложения от продавцов с AliExpress смотрите на моем телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. До свидания, до новых встреч.